Привет, Cover Project. Меня зовут Рыкова Анастасия. Я основатель бюро Special Style. И сегодня я очень рада тому, что вы приехали ко мне на дачу. Наша дача находится достаточно далеко от Москвы. Это практически 200 километров, Калужская область. Когда приехали, то увидели, что оно вот прямо абсолютно дикое. Рядом ока и вокруг березовые рощи. В общем, мы поняли, что это, наверное, то, что мы давно хотели. Изначально это была поселковая баня, но в какой-то момент тут изменились планы, и в поселке не будет теперь поселковой бани, потому что здесь будет наш дом. Гостиная, где у нас сейчас, это был зал с купелью. Наша мастер-спальня, это была сауна. И, собственно говоря, остальные помещения были тоже для водных процедур. Где-то хамам, где-то что-то, связанное с помывочными вещами. Спальни все у нас спланированы небольшие, потому что мы в них действительно не проводим время, я имею в виду, мы там только спим. Я люблю, в принципе, всегда предусматривать много места для хранения. Поэтому, несмотря на то, что это не дом для постоянного проживания, а дача, мы все равно везде, и в гостевых спальнях, и в своей, и в детской, сделали везде во всю стену шкафы, для того, чтобы потом не было какого-то визуального шума и разбросанных вещей. Этот дом со скошенной кровлей, и в гостиной мы сохранили такую высоту потолка, а в спальнях мы решили, что нет. И для этого мы использовали это пространство и сделали детскую на втором этаже. То есть мы построили лестницу, отлили ее из бетона, облицевали деревяшками. Вот у нас теперь в холле есть очень красивый вид на лестницу. Кухня и гостиная у нас совмещены. Для гостиной много функций не нужно, кроме дивана. Стол я хотела большой, чтобы не надо было его раскладывать. И в том числе эти же кресла в Джервазоне, они очень удобные, они не стулья, ты в них можешь сидеть, как в полукресле. И кухня. Конечно, мне хотелось, чтобы кухня была прямо кухней, как в доме. Все разложить, и, если честно, готовить мы успеваем только по выходным. Это не то, что в городе, когда ты работаешь. Поэтому она достаточно большая, если мерить ее метрами, но она без верхних баз. Их отсутствие компенсируется базами в острове. Что для нас еще было важно и почему мы остановились и купили этот дом, нам очень понравилось, что он уже был домом. И мы не хотели влезать в какую-то долгую историю, чтобы это становилось делом жизни, построить себе дачу или дом. Нет, мы решили, пандемия, есть у нас годик, и мы в этом поваримся. И поэтому мы прекрасно понимали, что за год мы точно уложимся. Так оно и произошло. Это план нашей дачи. Общий метраж у нее получился 200 метров квадратных. Здесь у нас вход, здесь у нас есть этот холл с круглым столом, что, кстати говоря, очень удобно, когда ты заходишь, всегда есть куда что поставить. Это гардеробная. Дальше это общее пространство кухни, гостиной с выходом на террасу. В эту сторону идут спальни гостевые, из которых также можно выйти на террасу.
Дальше вот здесь ванная комната с небольшой сауной. И здесь высота потолков была 6 метров. Мы решили, что мы увеличим площадь и детскую сделаем на 2-м этаже. И вот на 2-м этаже у нас получилась такая детская комната. В ней есть стол, за ним можно поучиться или порисовать. Соответственно, конечно, тут есть кровать и диван. Если там какие-то настольные игры поиграть, то тоже здесь все есть. Наша основная мастер-спальня у нас размещается вот здесь. Мы не имели возможности сделать кабинет, а иногда надо поработать. Поэтому я решила, что кабинет у меня будет в спальне. Вот это, поэтому кроватка стоит вот здесь вот в центре. За ней сделана такая перегородка. И вот здесь вот есть большой рабочий стол. Вот он длиной у нас 2 метра. И еще один санузел, который он и как санузел, и как и постирочная. Собственно говоря, вот так вот мы на этих 200 метрах и разместились. Образ интерьера родился из того, что я люблю простые вещи, мне не нравится, когда они чуть разные по фактуре и тактильные. Но это, собственно говоря, основное правило, если вы делаете монохромный интерьер, что фактуры тогда должны отличаться. Ну, чтобы вот, если вы взяли лен, то не надо использовать один лен, да. У нас здесь есть лен, есть шероховатые стены. Я делала этот дом для себя, и я знала, что я хочу. Здесь прекрасные березовые рощи. Мы хотели, чтобы какой-то отклик, что наша дача, она в России, на берегу реки. Поэтому и мы использовали какие-то вещи, которые отсылают. Там, допустим, у нас там возникает зеркало, которое сделано из наличника окна, или там икона в гостиной. Мы прям сильно в тему избы не хотели входить. Мы хотели, чтобы он был все-таки современным интерьером, но не вылизанным. Мне очень хотелось, чтобы я приезжала на дачу, и у меня не было к тому, что ой, я что-то испорчу или нет. Тем более мы завели пса в тот период, поэтому основным пунктиком было, чтобы все можно было постирать. Каких-то знаковых вещей в интерьере, там, икон дизайна мы не использовали. У нас все вещи, которые вот действительно в них есть какая-то такая расслабленность, нейтральность и, может быть, хорошая небрежность. Вот они и помятые хороши, и отутюженные. Мне это нравится. Я не собираюсь этот дом содержать там как музей или... Вот я хочу здесь жить, и, наверное, как он будет стареть, мы не будем его там обновлять или так далее. Вот. Он для того, чтобы здесь отдохнуть. В этом доме нам еще особенно понравилась веранда, и особенно понравилось то, что на нее есть выход не только из гостиной, но еще и из комнат с 2 спален. У нас немного декоративного света, наверное, он есть только над столом и в холле. А весь остальной – это встроенный свет флос. Он замечателен вообще просто своим световым потоком. Это нужно видеть и чувствовать. Не знаю, способна ли я это объяснить, но это когда у вас нету лишней засветки, и вы не чувствуете недостатка освещенности. Вот это вот световое облако, оно просто вот струится на уровне 1,40 м, 1,5 м и опускается даже к низу. А вот засветки сверху нету. От этого получается очень уютно струящийся свет. Наша покупка дома была абсолютно эмоциональна, но мы ни минуты не пожалели об этом. Да, мы, наверное, несколько раз у нас было заходов и купить дачу, и, наверное, мы мечтали о деревянном домике в 20 километрах от Москвы, а в итоге мы живем в 200 километрах от Москвы, и домик наш – это бывшая баня. Но на самом деле вот эта вот природа и абсолютно дикое место волшебное, и близость оки, и
Березовая роща. Замечательно все сложилось. И мой совет всем не ждать, когда все будет по программе «Максимум» и жить сегодняшним днем.